Всегда готов. Итак, всем привет. Я рад видеть очень много знакомых лиц. Спасибо, что пришли. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Олег. На данный момент я работаю тимлидом в компании Elpesa. И что еще очень важно знать обо мне, это то, что я обожаю настольные игры и регулярно провожу попытки самоубийства разными способами. Но мы сегодня поговорим о дисциплине и о некоторых идеях, которым на самом деле уже много лет, но столько сумел взаимодействую с разными проектами, вижу код, как развивается на GitHub, даже таких известных авторов, как Google, Facebook. Я вижу, что эти идеи еще не получили очень широкого распространения. Но эти идеи очень полезны тем, кто находится в активном поиске идеала, кто стремится к тому, чтобы писать красивый и близкий к идеалу код. Но в то же время программирование довольно комплексная штука, и у него есть много уровней. Но я буду сегодня говорить о низком уровне, о функциях, о методах, на том, на чем стоят наши паттерны, наши модули. И в то же время я постараюсь не говорить о каких-то теориях, об абстракциях, а попытаюсь дать четкие примеры. И как именно можно в детерминистическом стиле сделать код красивее и чище. Для начала хочу уточнить, допустим, мобайл-платформы уже довольно развитые. Мы имеем дело с Android, с Swift. В Android, как и в Java, функций просто не существует, есть только методы. В Objective-C доминируют явно методы и очень мало функций. А в Swift соотношение уже примерно равно и даже перевешивает функции. Но на эту презентацию мы поставим знак равенства между методами и функциями, ибо не суть. И после того, как мы поговорим о том, как это делать, будет краткое демо, будем вместе рефакторить код, а потом я отвечу на вопросы в тему. Так вот, когда мы начинаем писать наш код, у нас есть познание паттернов, мы умные такие, строим правильно модули взаимодействия. Мы очень часто забываем о самих методах. И даже если девелопер, допустим, написал хороший алгоритм, который оптимизирован даже с точки зрения алгоритмической сложности, не всегда то, как он имплементирован, как построена структура функций, не всегда так хорошо выглядит, скажем так. И я от многих слышу, что функции должны быть как можно меньше, они должны делать только одну вещь. Но это, опять же, абстрактные понятия. Насколько должна быть маленькая функция? Вот, допустим, вот, как вы считаете, сколько строк, какое идеальное количество строк в функции? Как думаете? 1? 5? 5? От 10 до 30. Отлично. Кто еще? 8. Прекрасно. Кто еще? В общем, я когда начал анализировать этот вопрос, я получил ответ, что идеальное количество строк функции 4. Моя реакция не заставила себя долго ждать. 4? Серьезно? А как же лупы, как же try-catch-блоки в Java, они же сами по себе очень громоздкие конструкции. Как это можно уместить все вместе? И даже если предположить, что мы каждое это отдельно распределим, распекаем по разным методам, разве мне кажется ситуация, когда мы просто потеряемся в этих мириадах разных функций? И разве мы не достигнем обратного эффекта уменьшения эффективности кодинга? На самом деле нет. Тут все довольно просто, и это имена. Потому что когда мы пишем, допустим, публичный API к модулю, к классу, мы, конечно, стараемся, чтобы делать имена проще, понятнее тому, кто это будет использовать. Но сейчас мы обсуждаем функции и методы, которые мы используем в private API. То есть тот код, который имеет доступ только девелоперы, которые будут мейнтейнить этот код. И в таком случае, если мы будем давать четкие, понятные, красивые, развернутые имена, тогда эти все функции будут иметь, они будут знаками, они будут направлять нас в нужное русло, когда мы будем читать этот код. Это будет, по сути, прозой.
будут очень маленькие короткие функции, и мы будем читать по-английски, просто идти куда нам нужно. И не надо будет ничего гадать. Ведь нам не сложно просто написать название функции, оно может показаться длинным, но оно понятное, и оно очень специфичное. Но ведь, вы знаете, сейчас вы слушаете это все, что 4 строки, длинные имена, что-то внутри не так. Вот, ну не нравится нам эта идея, ну вот оно поперек нашему нутру, ну инстинктивно, ну злое, ну фигня. И тут на самом деле причина не в том, что мы привыкли писать вот такие методы, что это для нас в принципе норма более-менее, что так делают все, и так вроде не говнокод, и нормально вроде выглядит, понятно, что делают, что здесь такого. Так вот, причина в том, что мы к этому не только привыкли, а это нам удобно. Дело в том, что мы люди, а люди, у нас как мозг построен, что мы просто офигенно ориентируемся в пространстве. Ну, по крайней мере, мужики. По крайней мере, вот мы привыкли издревно находиться, допустим, на ландшафте, и мы определяем, окей, елка там, гора здесь, мой дом посередине. Мы так построены, что мы отлично находим себя. Окей, я знаю это дерево, это Кенфорд, там Чедагри, ага, то есть это круг от топаза. Мы так привыкли. Когда мы пишем код в нормальной, привычной манере, мы знаем, что кусок кода, который отвечает за скорость анимации, находится во второй функции после первого большого блока какого-то в этом классе. Или константа, которая отвечает за, неважно, за параметр посылания неважно чего, находится прямо вот за тем большим блоком if, перед тем большим фором в третьей функции с конца. И наше нутро, наша подкорка чувствует себя хорошо. Мы это писали, мы знаем, где мы находимся, то есть мы дома, то есть отличная навигация в пространстве. Но что происходит, когда появляется он? Будь это новый член команды или ваш друг, коллега уже по существующему проекту, который попадает в этот ландшафт, который ему полностью не знаком, он теряется. Окей, то есть то, что понятно вам, и то, что для вас дом, для него просто пустыня. То есть, окей, да, я вижу дом, да, я вижу там дерево, и что? Но, когда этого всего еще больше? И получается то, что вы сэкономили некое количество времени на том, что, ну окей, функция красивая, отлично работает, она оптимизирована с точки зрения алгоритмической сложности, все прекрасно. Но потом вы убиваете кучу времени своим коллегам, когда они начнут в этом всем разбираться, искать, где что находится, и пытаются понять ваш ход мыслей, потому что ваш ход мыслей, он будет понятен, понятно, что он for, и идет, ну, я знаю, о чем я думал тогда, а ваши друзья нет. И дело в том, что уже наша ответственность как девелоперов — это заботиться не только о нас самих, и о наших коллегах. Ведь на самом деле семейная жизнь — это боль. Больше нельзя кидать носок вниз или прятать пульт в нижний ящик стола, потому что придет жена, она его не найдет, и будет конфликт. Получается то, что мы хоть это и знаем, это банальности. Мы все это знаем, что алгоритмы — это на самом деле наши мысли, наш ход мыслей. И что они должны быть читабельны, ясны и структурированы. Молодец, Олег, садись 2. То есть это банально, и об этом все знают. Но это все остается так просто познанием и не очень используется. И тогда стоит вопрос, окей, а что тогда делать? Что такое вот та единственная вещь, которую должна делать функция? Как ее определить? Мы не можем просто гадать и тыкать пальцем в небо, пытаясь какими-то абстрактными способами это все рефакторить. На самом деле есть, опять же, свои решения. Я буду показывать в течение демо. А до тех пор стоит понять, что ведь наш код, он состоит из разных уровней абстракции. Мы когда, опять же, некоторые функции отвечают за несколько вещей. Как рисуется, допустим, круг, и какая библиотека будет этим заниматься. Мы будем это делать через простой Core Animation Framework, использовать какие-то другие фреймворки для этого. Не суть. Дело в том, что наш класс занимается несколькими уровнями абстракции. И если один метод этим занимается, то это по определению значит, что эта функция делает сразу несколько вещей.
А функция сколько вещей должна делать? Лишь одну. Я пытаюсь это продемонстрировать на маленьком примере. Допустим, у нас есть класс повар. Он умеет делать разные вещи, там, кексы, борщи и прочее. Допустим, приготовить кекс. Это что такое? Приготовить ингредиенты, их вместе перемешать, добавить муку, добавить молоко, не знаю, это все потом испечь. И тут есть много уровней абстракции. Есть простое понятие приготовить кекс. А есть понятие добыть муку и перемешать ее с яйцами. На каком уровне она относится друг к другу? Что является уровнем абстракции выше, что ниже? Как это определить? Опять же, эти вопросы, они абстрактны и не помогают нам определить, что именно делать. Как именно взять метод приготовить кекс и разбить его идеально по методам, которые занимаются всеми своими делами, и тем самым определяя эти уровни абстракции. И тут, опять же, ответ, который не очень всем понравится, нам нужно просто экстрактить до боли. То есть пока нет твистинг рука, не знаю, но пока функция, когда можно что-то вытащить из функции, мы должны это делать. А потом еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз. Потом еще раз пойти сверху и проверить, что все функции делают только одну вещь. И тем самым образом мы автоматически получим код, где все методы будут делать лишь одну единственную вещь, где методы не будут делать разных вещей одновременно, и где уровень абстракции автоматически будет распределен по разным функциям. А именно это то, что нам нужно.